Всем привет, друзья! Всех с 9 мая, с Днем Победы. У вас День Победы сегодня, а я снимал вчера, но вам сегодня вот. Поздравляю! Сегодня у нас уроки заминательной... Сегодня у нас знаменательная химия. Знаменательная химия. Занимательная химия. Занимательная химия. Или не очень занимательная, поскольку может ничего не получиться. Сегодня будем пытаться вот эту вот розеточку. Вот она. Убрать с нее мел. Попробуем убрать с нее мел химическим путем. Сразу большое спасибо зрителям, подписчикам, кто осуществляет информационную поддержку, кто советом помогает. Я решил попробовать уксус, уксусную кислоту и лимонную кислоту. В химии я полный абсолютный ноль. Я сразу с себя ответственность скину. Типа, у меня были очень плохие учителя по химии, да. У меня были крайне отвратительные учителя по химии, которые на занятии читали с книжки материал, который я должен был записывать там. Тогда не было интернета. Химия очень интересная штука. И первым делом, когда мне посоветовали, возьми уксус, возьми то, я подумал, должен быть химический калькулятор. Ну, где-то в интернете, да, их полно вообще на разных языках и так далее. Вполне просто там разобраться в этих калькуляторах, не надо быть там доктором наук. Есть Википедия, все можно прочитать. В общем, что нужно было? Нужно было средство, которое сможет сработать с мелом, при этом не трогая гипс, при этом будет нейтрально к гипсу. Из доступных средств это уксус, уксусная кислота точнее, и лимонная кислота. Я притащил сюда эти реагенты и будем пробовать. Это прикольно, это ново и интересно. Поскольку раньше я, работаешь там с смывками, какими-то растворителями, на опыте знаешь, что это сработает, а вот здесь это не сработает. А тут прям, приходится теорию подгонять. Классно, прикольно. Вообще прикольно. Так, что у нас есть? Для начала у нас тут листопад. Потолочный листопад. У нас есть, хотел вам показать вот эти вот четырехгранные. Наверное, скорее всего, можно назвать, что это дюбель, наверное. Мне кажется, это советских времен. Вот, такие вот. Пару штук нашлось в стене. Бывает, часто находятся такие. Так, вас в сторону. Вас в сторону. Есть кислота лимонная. В комментарии ее предложили 1 к 3 по весу. Сделаем такое, вон у меня специальная баночка есть для этого дела. И есть уксусная кислота. Ну, по правде сказать, по правильному, насколько я теперь умный химик, я все почитал там 2 часа с утра, это эссенция, поскольку 70%. От 80% начинается, собственно, сама кислота. Это уксусная эссенция, но для удобства будем называть ее кислотой. У нас есть две кислоты, уксусная кислота, лимонная кислота. В теории, если одна из этих кислот будет реагировать с мелом, то мы получим соль и углекислый газ. Все безвредное получим. Главное при этом не обжечься самой кислотой, поскольку тут будут хорошие концентраты такие. Я думал делать какой-то компресс, но, возможно, он не понадобится. Окно я приоткрою, пускай будет шумно, но если лимонная кислота, она безвредна, не токсична, ее пары, то уксусная токсична. Ее пары, можно отравиться ее парами. Вот. Кстати, про уксусную кислоту, вот я работал как-то с смывкой Докер какой-то, не помню какой, может быть какая-то универсальная, Докер 5, по-моему, не помню. Вот она была на уксусе, реально тяжело ею работать, без защиты органов дыхания. Поставил ведро с водой, чтобы, если что, быстро руку помыть, если вдруг попадет на руку. Буду аккуратно стараться, чтобы в глаза не попало. Есть только Сашины перчатки, но они на мою лапу не налезут абсолютно. Я что-то даже не подумал о том, что надо бы еще перчатки взять. Постараюсь аккуратно. Так, так аккуратно это сделать. Ну вот сколько-то налил. Да, кислота пахнет. Хотя она стоит вот там внизу, сюда даже запах доходит. То есть, да, такая испаряется уксусная кислота. Ладно, возьмем два товарища, вот есть почти одинаковых, скажем, вот этот и вот этот, да. Давайте вот этот будем, пускай будет с краской. Вот этот, который с краской, давайте его попробуем кислотой уксусной. Так, теперь надо очень аккуратно.
Вот этот машем, да? Какой вот этот? Наверное, это не быстрый процесс, я думаю. Но можно еще нанести. Ой, капает. Аккуратненько. Капает. Не хочу, чтобы на руку капало. По идее, мы должны получить здесь ацетат кальция. Опа, притекло на руку. Спокойно. Моем сразу. Натекло на руку. Так, проапгрейдил инструмент, взял другую кисть, то помыл, чтобы не капало на руку. Опасно, опасно. Может быть неприятно. Что-то я какой-то особой реакции не вижу. Может температура, может там какие-то особенные лабораторные условия нужны для этих дел. Непонятно, не видно. Но мел виден. Может, это и не мел. Не знаю. Наверное, надо на какое-то время дать ему постоять, дать ему высохнуть. Я думаю так. Надо дать постоять ему. Посмотреть, может, она пойдет инструментом потом, когда подсохнет. Ладно. Тогда это выливаем и делаем сейчас раствор. Сделаю раствор лимонной кислоты. Посмотрим, как она поведет себя. Уж больно этот товарищ вонючий. Неприятно пахнет так. Чувствуется, что-то не то происходит. Все, выливаю его. Так, налил водичку, все помыл, налил чистую воду. И не знаю, сколько тут точно. Ну, у меня тут и пачка не полная. Надо 1 к 3. Тут грамм 25. Ну, я думаю, где-то так там будет. Миллилитров 60-80. Я думаю, точность там особо не нужна. Так, растворил я кислоту. Лимонную кислоту. А, уже сразу ляпнул на руку. Спокойно. Не надо ляпаться. Надо аккуратно. Так, ну давайте попробуем. Что пойдет как. Так, вот там. Здесь было у нас уксус, уксусная кислота. Давайте здесь попробуем. Я не думаю, что оно прям так быстро. Хотя нет, там что-то пузырики какие-то пошли. Прям. Смотри, 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 что происходит. Видите? Надеюсь, что видите. Пузырение какое-то образуется. Видите? Что-то происходит. Ха-ха-ха, что-то происходит, друзья мои. Ой, капнул на руку. Так, ты что будешь делать? Не ешь меня, кислота. Не ешь меня. Я хороший. Да, надо перчатки, конечно, надо перчатки. Видите, там пузырится все вообще, запузыривается. Круто. Надеюсь, я... Ничего себе тут с рукой. Смотрите, смотрите, тут тоже происходит реакция. Видимо, какие-то частички мела попали или известь. Я проверял по калькулятору мел и известь. Как работают с этими кислотами. Там получается, ну, как бы кальций, там получается соли. В случае с уксусной получается ацетат кальция, а здесь цитрат кальция. Ну, цитрусовая, да? Лимонная кислота, цитрат кальция получается в итоге. Ну вот. Вот. Реакция есть, видимая реакция, какое-то вспенивание происходит там. Кстати, и помню, не помню, говорил, не говорил, эти кислоты, они не взаимодействуют с гипсом никак. То есть они нейтральны к самому гипсу. Где бы нам еще помазать ее, чтобы понять, что она мел берет? Давайте вот здесь помажем. Ну да-да, начинает пениться, вспузыриваться, реагировать. Моет. Видимо, моет. Ну и, кстати, уксус тоже помыл что-то. Но вот эта штука как будто получше действует. Как будто, как бы, поэффективнее лимоночка. Еще подход. О, так надо стирать просто. Я что-то намазывал, надо просто стирать. Все оно работает, ребят. Все работает. Давайте сюда смотреть. Надеюсь, вам будет что-то видно там. Ну-ка, в камеру. Ничего не попало, не попало. Давайте попробуем стирать. Да? Видите? Смывает эту зелень, короче, вымывает полностью. Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Большое спасибо, друзья канала, зрители, подписчики, кто участвует во всем этом. Вот, то есть, ну, как бы мы сейчас получаем, реально получаем коллективный опыт.
что очень важно. Смотрите, я его вымыл фактически. Вот я пытаюсь там вдавить как бы побольше, ну вот отрицательная поверхность, да, то есть я работаю как бы против силы тяжести. Я пытаюсь побольше туда вмазать, и происходит реакция, вот она бурная. Я вот сейчас залезаю туда, где был уксус уже, видите? Вот, так побольше, побольше прям надавил туда. Вот. И остается какой-то нерастворимый остаток. То есть он не растворяется, он там сидит, просто сидит. Попробую так от себя как-то, попробую его удалить просто. Ну, скорее всего, вот это и есть соли, вот эти вот. Цитрат, по идее. Это цитрат кальция, по идее. Да, она прекрасно отходит, оно не держится. Имеет такую структуру кристаллическую какую-то. Видите, кристаллы. Надеюсь, очень надеюсь, что вам хоть что-то видно. Видите, вот кристалл такой прям. Вот. Вот. Я их убираю в легкую. Я не нажимаю, ничего не делаю. Просто помогаю ему выпасть оттуда. И вот, смотрите. Огромные куски просто вываливаются. Как бы продукт получился, продукт. Но, правда, запах при этом... Может, есть химики, зрители, которые там хоть чуть-чуть занимались, могут что-то сказать. Запах при этом неприятный выделяется какой-то. Не знаю, какой-то газ, наверное. Ну, может, в больших количествах выделяется углекислый газ. Но, по-моему, без запаха. Вот, наконец-то мы явили миру. А, вот еще здесь есть. Вот здесь. Вот, вот. И аккуратно просто его оттуда выкидываю. А нет, там не могу выкинуть. А, и выпадает все прекрасно. Вот так вот чистится от залипшего мела. Друзья мои, давайте еще разок, еще проходочку. Чуть-чуть еще, на случай, если там хоть что-то осталось. А, есть чуть-чуть, видите, сразу, опа. Вот прямо перед нами работает. Видели, да? Вот этот. Свернулся прям этот кристалл. Давайте найдем какое-то прям жирное место, меловое. И что-то там сделаем, чтобы прям видно было, да? Где там много мела, ну показывайся. А вот. Ну, здесь все понятно. Это круто. Давайте попробуем вот здесь. Вот много мела. На вот этом лепестке давайте его намажем. А, пузырики пошли. Очень вкусно. Очень вкусно. Ам-ам-ам. Кислота ест мел. Ешьте. Ешьте быстрее. Вот как. Там все. Бурлит. Кипит. Ха-ха. Да. Еще разок. Намажем. Еще нанесем разочек. Срабатывайте. Смывайтесь. Тут непонятно, оно смоется или нет. Вот так, через несколько проходов, вот так получился этот цветочек. А прямо когда наносишь, ну я раза 4-5 наносил. Оно видно, пузыри идут, и даже бывает сами кристаллики эти отваливаются. Вот кристаллы такие, ну как бы, не знаю, оно твердое само по себе, вот эта штука. То есть это, ну по идее, это вот этот цитрат кальция. Это уже не мел. Мела там нет. Вот. А вот наш полигон вот этот. Здесь была лимонная кислота, здесь была уксусная кислота. Уксусная сработала мало, ну как бы невидимо. Никак. Может, она какая-то неправильная. Но вот лимонная кислота сработала идеально, вот вычистила просто все. Вот. Не знаю, почему так, хотя, по идее, по калькулятору химическому они обе должны были сработать одинаково. Я не знаю, почему так. Еще раз большое спасибо всем участникам диалога, процесса. Очень круто. Вот мы совместно нашли такой вот способ, который, по идее, не повреждает гипс, поскольку эти кислоты к гипсу нейтральны. Вот так. Ладно, это все классно, конечно. Поигрались, поэкспериментировали, да? Ну, надо пойти что-то еще поделать. Пойду еще поскребу потолок. Лучше бы я тут игрался, но надо делать дело. Эксперимент удачен. Супер. Отлично. Так,
Розеточка. Розеточка — это был первый познавательный видео, как бы блок видео, который был озаглавлен «Знаменательная, замечательная химия». Или какая там, занимательная. Вот. Это была занимательная химия, а теперь для любителей рутины. Потому что люди говорят, мы хотим рутину. У вас интересная рутина. Ну вот рутина. Но перед рутиной один момент. Я вот здесь помазал тоже лимонной кислотой, ну как бы чуть-чуть. Я попробовал, еще в другом месте помазал. Мне показалось, что есть реакция. Я не помню, я вот смотрел с утра, я забыл, существует ли реакция вот этих кислот, лимонной кислоты, уксусной кислоты с известью. По-моему, да. Но может быть и нет. Ну, это и к тому, что обрабатывать таким способом, удалять мел, можно на гипсе, получается, потому что эти кислоты нейтральны к гипсу. А вот как будет с известью, я не знаю. Я вот мазну, когда-нибудь высохнет, я попробую по прочности. То есть, по идее, если оно сработало, а пузырение было здесь, была реакция, может, она была на мел, не знаю. Ладно. Ну, то есть, предостерегаю от работы по извести. Сначала попробуйте именно снимать меловую побелку с извести, с известковой штукатурки напрямую, если она там есть. Так что будьте внимательны. Вот. Вот, рутина. Ну, какая рутина? Все смочил. Тут почти дочищено. Вчера почти дочистили. Потолок. Здесь был один проход. Саша вчера тут скребал. Может, кто помнит. Вот. А теперь я еще раз пройдусь. И как бы ножиком вот так. Вот это серый алебастр. Ну, такой черненький. Синий мел. Еще какие-то покрытия, остатки краски. Ну и вот таким образом надо счищать полностью весь потолок. Собственно, так это происходит. Вот если посмотреть снизу, вот видно, где смоченное, как оно выглядит, где не смоченное. Вот, видите, какая разница. Угу. А вот здесь уже как бы почищено, по-моему, даже с помощью корчетки. То есть мела очень мало там осталось. Вот. Еще какой кусок рутины хотел показать, а вот какой. Я начал раскапывать. Нашел более какое-то, ну, как мне показалось, слабое место. Вот в этом всем. Видите, они залепили все своей штукатурочкой, да? Оказывается, не только они. Оказывается, до них залепили штукатуркой. Сейчас попробую отрыть, чтобы было понятно. Кстати, все вот эта чернота, и вот тут вот эта чернота, и вот там вот эти вот пятна черные. Вы знаете, что это такое, да? Это плесень. А ну-ка давай оттуда вылазивай. Не хочет. А ну-ка. В общем, получается, когда-то вот Саша там находила это место. То есть она сказала, что это другая штукатурка. Видно. Но она тоже известковая. То есть этот разлом был, хотя, может, она и цементная. Нет. Видите, я ее царапаю легко. Может, тут есть цемент, но мало. Но это, видимо, другая штукатурка. Вот в этом месте, где перелом. То есть он случился, возможно, очень быстро после постройки. Неизвестно. Пойдем назад. Видите, вот это родная штукатурка. Вот это какие-то еще родные, какие-то из тех времен обои. Давай дальше копать. Вот так. Так, теперь как бы в эту сторону. Мне неудобно рукой. Давай оттуда. Вылазивай. Ладно, понятно, суть понятна, да? Туда я потом раскопаю в ту сторону. Так, ну вот, это тоже известково-песчаная штукатурка. Вот она. Но, видите, насколько она выше по уровню? То есть, либо тут что-то отваливалось, хотя нет, она довольно, как бы, вроде крепкая. Либо так она ушла, либо потом они еще раз наштукатуривали. Ну, давай еще как... Ну нет, вот же замазка. Видите, это замазка какая-то из старых. Какая-то серая. Может, это алебастр? А ну-ка, давай его смочим. Смочил. Что это? Что это может быть такое? Нет, какой-то гипс. Это гипсовая примазка, скорее всего, потому что крепкая довольно. То есть это замазывалось, это давно делалось. Это не этот ремонт, вот, где вот эта вот штука. Кстати, видите, красная. Вот.
замазано тут красным. Вот это тот бетон-контакт, который мы находили на потолке, как мне кажется. Он с песчинками такой. Похож на бетон-контакт. О. Да. Я хочу отломить кусок. Ой, она вся уйдет. Либо туда свалится. Мне бы надо понять, что там происходит. Это я выламываю замазку, не беспокойтесь. Вот. Сейчас освобожу слой. А ну-ка давай оттуда тоже вываливайся. Мне неудобно одной рукой что делать. Это новая штукатурка. Ну, из прошлого ремонта. Тут что-то гипсом все. Тут гипс, много гипса. Не знаю, не знаю. Но вот эта вот примазка какая-то когда-то кем-то делалась. Она гипсовая. Крепкая. Как бы туда заглянуть. Там деревяшка. Сейчас я попробую расковыряю сюда в эту сторону и посмотрим еще раз, что тут происходило вообще. Тут что-то вообще. О, смотри, что тут. Вот так вот. Вот. Этот болтается. Ну ладно. Сейчас поковыряю в эту сторону. Неудобно мне. О, что-то подковырял. Вот. Подрезал, подковырял. О, шевелится. Вот это новая штукатурка. Так, это упал кусок чего? Там была замазка, походу. Вот это их замазка. Ну да, что-то такое. То есть это не родная штукатурка. Вот, там доски видны. Вот, вывалилось. Все вывалилось. Не знаю, что там. Мне не видно. Может быть, это цельная такая. Нет. Какие-то балки идут там, я не могу, пальцем не достаю, надо будет чем-то посмотреть туда. Не знаю как. Ну-ка сюда ткнем. Там уже деревяха идет. Тут, видимо, какие-то деревянные балки вот так идут. В таком направлении. А вот, ну вот эта замазка еще вот она. Видите, сюда, это давно было это все дело, потому что вот сюда, везде на отломленную, не закрытую гипсовой накрывкой вот эту вот штукатурку карниза попадал мел. Вот здесь, вот здесь, вот здесь тоже было пятно, я его уже вытер. Видно, вот, видите? Вот, вот, вот. То есть это давняя тема с этими движениями всеми. Вот. Это не родное, я отваливаю вот эту вот светленькую замазку гипсовую, как мне кажется. И ты оттуда и давай, вот так. Вот так, вот так. Вот. Собственно, вот. Собственно, вот так вот. Да, это давняя штука тут. Вот. То есть либо трещина была, либо еще что-то. Ну, сюда попадал синий мел, который давний. Не знаю какой, давний просто. Здесь вот так можно, вот так вот аккуратно. Эть. И потом цикли отсюда. Ну-ка. Что-то... Ага, понятное дело. Штукатурка. Новая штукатурка там засела. О, добыл, дорыл, вырыл, вот родная полочка. Так вот, еще чуть-чуть. Неудобно вот этой частью делать, радиально я как бы ею прошлепываю, пробиваю туда что-то. Вот так. Можно еще. Вот так вот. Ну вот так получилось. Ну и там еще надо что-то вытащить отсюда. Ну-ка. Не хочет.
Давайте вы таки вылезете оттуда. Как-то. Так, там плотно сидит. Ну и пускай себе сидит. Тут вообще вот такая ситуация, смотрите, что происходит. Стучу здесь. Стучу здесь. То есть эта вся стенка, мне кажется, она вот так вот отвалившая. Ну вот это вот получается, бочина этого укоса, она вот так она играет тут. И можно еще так посмотреть, я смотрел вот так вот, до упора, до доски туда упирался, вот столько, да, вот так вот до доски, я чувствую, там доска у меня уже какая-то опорная, вот я так вот пальцем, ага, вот такая глубина. Теперь давайте тут смотрите, какая глубина, видите, то есть вот эта часть, как по мне, мне кажется, она отошла оттуда, ее можно будет, наверное, потом изъять, вот эту часть отсюда, ну, потому что она не держится вообще. Ну, не знаю, кто там будет заниматься штукатуркой стен. Мы не будем штукатурить стены. Мы только потолки делаем. Посмотрим дальше. Сейчас попробую здесь откопать. Посмотрим, что там происходит. Я смачиваю здесь. Ну вот, оно отходит. И вот самое толстое, где вот, ну я не могу не подковырнуть. У меня опоры нет. Это мягкое все. Я просто режу его. Ну, она прекрасно режется. Даже не этим ножом можно резать, обычным ножиком канцелярским. Просто отрезаю. Штукатурка гипсовая, очень мягкая. Как-то вот. Сколько-то отрежу ее. Уменьшаю ее толщину вот этой залипухи, чтобы потом ее как-то выломать оттуда. Я думаю, это понятно. Еще смочил, еще режу. Хочу увидеть, где она там, чего. Как там говорится, не сломаешь, не построишь, да? Типа вот так вот, по этому принципу. Так, ну-ка, ковырячки попробую, задену ее так на себя. Не хотит. Мало, мало, мало. Сидит там она, сидит плотно. Залипуха это. Ага, ага, вот так. А, вот, давай еще раз. Вот так. Хотя я вижу уже, я уже ее вижу, вот она шевелится там. Подлезть туда к тебе. Есть возможность вообще? Нет, сидит. Так, мне надо 2 руки. Сейчас я ее вытащу оттуда. Ковырячкой я ее оттуда подрезал чуть и вот достал вроде бы. Там глубоко туда. Вот так, прилично. Ну-ка я руку туда засуну. Ну да, она отошла от дранки там. У меня палец просовываю туда спокойно. То есть она вот так делает. Она отошла от дранки полностью. Она держится на своей массе. Но если ее хорошенько вот сейчас взять, отсюда рвануть, например, но я этого делать не буду. Пускай там собственник придет, я ему покажу это место. Ну, она, видите, играет. И здесь можно чем-то ножом подчистить чуть-чуть еще. Чуть-чуть циклей. Это я вываливаю там кусок штукатурки этой новой. Сейчас уберем его. Вот так. Ну и, наверное, хорош. Слишком много внимания этому углу. Нормально, все хорошо. Вот этот кусок вывалится. Вот он ходит, видите? Трещина.
Он выпадет оттуда. Ну, можно его обратно вклеить, в принципе, но не получится, потому что надо будет все равнять, вот эту вот всю штуку как-то сюда сводить, либо, не знаю, вот такая, так она просела. Тоже с этой стороны, видите, насколько в этой области. Ладно, займусь подчисткой. Ну, вот это вот все. Пройду там потолок, еще там где-то что-то по чуть-чуть циклей. Где-то что-то там, он краску не дочистил. И так буду там потихонечку ее оттуда, не знаю, ковырять там, подрезать ее аккуратно. Вытаскивать, в общем. Удалять. Вот так вот. Буду вот краску, где там не удалил, там где-то осталось чуть-чуть. Вот так раз и оттуда. Вот так можно делать. И по-всякому. А, вон штукатурка. Ага. Ну-ка, пожалуйста, отсюда. Давайте. А, так. О. Ну, в общем, понятное дело. Буду так делать дальше. Потихоньку почищать. Ну, дочистил я вот это вот место, но без корщеток. Пора домой, наверное. Там на улице солнечно стало как-то, а он спрятал. Да не, нормально там. Есть там солнце. Уже около там под 8 часов. Это солнце у вас было вчера, а у меня оно как бы сегодня. Оно для вас вчера. Вот. Почти доделал. Не хочу в эти корщетки влезать. Сейчас это пылище, и я все равно ничего не успею. Не успею добить эту комнату, доделать, потому что вот. Потому что этот угол, который я вам сколько раз уже обещаю. Я вам обязательно его покажу. На самом деле, вот это была великая победа. Вот она, наша великая победа. Получилось. Эксперимент. Наконец-то хоть какой-то эксперимент удачный. И вот этот листик я еще подмыл чуть-чуть. Тоже обработал. Тоже вроде как чистенько. Серьезная, большая, великая победа. Мы ее одержали. Прямо перед праздником 9 мая. Перед Днем Победы. И у нас победа тоже. Круто. Получилось. Но странно, почему не получилось с уксусной кислотой. Должно было бы получиться. Я не знаю почему. Чему-то какие-то причины есть. Поскольку по калькулятору должно было все быть хорошо. То есть все должно было сработать так же, но не сработало. Ну, мы попробуем еще в другом месте. Может, что-то не так сделал. Обязательно надо будет кисть приобрести, такую длинную, знаете, есть такая длинная, и она чуть изогнута, вот там, где, собственно, где щетина у нее. Вот, чтобы издали можно было пыкаться там. Потому что там химзащиту покупать там для розетки или там для нескольких розеток, это, ну, не надо так делать. Это как-то странно будет, не нужна она. Издали, и нормально будет. Хорошо, что все хорошо. Еще раз большое, огромное спасибо всем участникам процесса. Я не один это делал, а с вами, с теми, кто помогал, кто подсказывал. Классно, супер. Для тех, кто, может быть, хотел бы поддержать наш канал, я вам расскажу, как это сделать наиболее простым путем. Лайки, дизлайки и комментарии. Вы можете даже написать комментарий, просто комментарий в поддержку канала. YouTube не читает комментарии, он их считает. Комментарии, лайки, дизлайки. Реагируйте как-то, если вам нравится, если вы хотите, чтобы нам было весело, интересно. Чем больше вам нравится, тем веселее нам это делать и интереснее. Они все сидят там и молчат. Больше активности. Мы тоже, в свою очередь, будем проявлять как-то больше активности и чего-то показывать. Спрашивайте, может быть, вы хотите что-нибудь увидеть. Там, покажите то, покажите это. Я покажу вам это, если смогу. Очень рад я. Все удалось на данный момент. До свидания. Пока-пока.